Только я хотел сказать, что закончился дождь, слава богу. Хоть чуть-чуть можно передохнуть, всю ночь шел. Ну, короче, опять он такой вот весь день будет по чуть-чуть гасить. Уже все, выезжаю с хаты. Фордяра вроде отстоял, не разобрали. Чуть грязный, но я надеюсь, что сейчас буду ехать по дождю, его вымоет. Предприятие Приозерска на пути к Ладоге. О, продажа, можно хату купить. Здесь такие домики интересные. Еду смотреть на Ладогу. Какие тут, я смотрю, тоже что-то тут цемент производится, наверное. Там какие-то, видишь, какие тут провода, прокладки прям к этой подстанции. Вот я доехал в Приозерске посмотреть на Ладогу. Там где-то правее Вокса впадает. Ой, я так понимаю, здесь уровень когда прям повышен, потому что деревья в воде стоят. Вот такое она. Ладога. Обалдеть, какое здоровое. Просто обалдеть. Это все озеро. Невероятно. Невероятно. Красиво. О, волны пошли такие. Морской. Шум. Фордяра мой приехал посмотреть на скалу Линдамахари. Такая вот скала красивая. Наверх уже не полезу, потому что непонятно, как тут на нее залазить. Пока ты тропу найдешь, так 3 часа пройдет. Так посмотреть можно.
как солнышко ест. Этот мир, он уже не наш. Скоро наступит сентябрь, СМС-ом пришлет пароль. Какие старые дома в этом Кейниниоке. Интересные. Ну, вот прямо где-то здесь должно быть кафе. Вот Вот это, наверное. Ого, вот оно. Терра Отель. Какое-то хорошее кафе. Ценник был приемлемый. Вот народу, конечно. Вот в этом кафе попробовал ту штуку, которую я уже забыл, как называется. Морс клюквенный. Прикольно, тут как-то все по европейскому образцу так сделано, все на стиле. Видимо, для жителей Петербурга. Байдарочники плавают. Там непонятно, то ли мостик, то ли что это там такое, то ли просто труба через озеро проложена. Ну, красиво, красиво в этой стране. Джинсы порезаны, летер, три полоски на кедах под теплым дождем. Ты снова лучше всех, отдачу маму, билеты мы переживем. Джинсы порезаны, летер, три полоски на кедах под... А вот и закончился прекраснейший асфальт, и началась дрифт-грунтовка. Где я дрифчу в каждом повороте просто. Дрифчу как хочу. Ну, какой мостик. Вот я так и не выучил, что это означает знак. Либо мне пропустить, либо меня пропускает. Ты главное. Я главный? Ну ладно. Твой дом стал для тебя тюрьмой, для тех, кто в доме ты чужой. Ты был наивен и ждал перемен. Ты ждал, что друг тебя поймет и скажешь мне вперед. Но друг блуждал среди собственных стен. Горел асфальт от солнца и от звезд. Горел асфальт под шум колес. Горел асфальт, ты чувствовал тепло. Горел асфальт, снег там росло. Ты сам решил пойти на риск. Никто не крикнул «берегись». И ты покрасил свой шлем в черный цвет. Тот зверь мотор в ночи ревет. Пустырь, разъезд и разворот. Ты мстил за груз любви прошлых лет. Запел асфальт, ты слышал каждый звук. Запел асфальт, там сердце стук. Запел асфальт, ты был его герой. Так пел асфальт, пел за спиной. Остров Кайниусуоки. Кайнасаари. Кайон Сай. Короче, думал, что пустят Фордиару на этот остров, а он, оказывается, типа со шлагбаумом не пускает. Еще за парковку 300 рублей, еще и пешка иду. 5 километров посмотреть на какую-то гору и на Ладогу. И тут уже начинаются, во, камушки пошли хорошие, красивые. Ну, еще дорога дальняя, дорога длинная, только на середине острова. Груженный, как верблюд, едой. Ну, все хорошо. Дойду как-нибудь. Иду дальше пешка, 3 километра прошел, 2 осталось. Такие вот тут всякие загончики, берега. Камни в лесу, камни не в лесу.
дождь идет. Ну, сейчас закончится, он кратковременно. Стопудово. Фух. Ну, на какую-нибудь гору надо задраться, раз уж пришел. Ой, спустя, наверное, минут 15 идем, дорога не заканчивается. Какой-то камень появился, ну, хоть какое-то развлечение. Слушай, такие сосновые леса я могу где-то и на Нарче посмотреть, и за Витебском. О, кусок отвалился от камня. Поднимаюсь на горочку, посмотреть на то, что будет видно с горочки. Самая высокая точка. Вот она. Из нее ничего не видать. Зря взадрался, но если бы я не взадрался, меня бы душила жаба. Очень сильно душила. А, да, вон там есть точка повыше. Ладно, туда уже не пойду. Потому что я смотрю, с нее тоже ничего видно не будет, наверное. Фух, иду назад. Еще одна гора. Только с нее опять ничего не видно. На все горы поднимаюсь. Красиво. Нема ничего. Чтобы посмотреть, прям совсем красиво. Хотя, может быть, тут и есть шанс. На этой горе что-то увидать. Вон на тот камень. Все, вздерусь по-быстрому. Ой. Ой. Блин. Ну хоть... О, да, красота. Но ничего не видать опять. Блин, ну чуть-чуть видно, но не видно. Фух, ладно, иду назад. Ну вот, наконец-то я добрался до горы, с которой хоть что-то видно. Вот это шхеры, ладожские, красивые. Там люди ходят, там люди ходят. Это остров. Там люди с палатками. Красота. Как ветер вырвал. То есть, получается, оно как-то не проросло сильно, а просто было. И видно вот по мрамору. То есть, тут такой вот с рисуночками. А там, где был на солнце, уже без рисунков. А здесь с четкими рисунками. Классно. Как в метро рисунок на мраморе. Какая тут красотень. Ладожские шхеры. Ну да, слушай, тут прям реально надо брать лодочку в следующий раз и кататься на лодке. Потому что пешка мы уже все обошли. Следующий этап — это лодка. И в путь. Красота. Красота. О, прям можно на этот вот камушек залезть, посидеть. Как еще сухо сегодня было. Так можно было бы еще прям долго посидеть. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Красота. Что, надо перекусить, думаю. Лучшего вида для перекуса у нас не будет. Еще немножко красоты. Это я бегал на какие-то горки непонятные, блин, посреди лесов. А тут во как можно. Вот так вот красота. О, наше место заняли. Они еще на теплом сидеть будут, я тебе скажу. Угу. Скворцы тут вообще прикольные. Таких я не видел. Короче, сидим такие, думаем, никого нет. Никто не пришел. Оказывается, мы сидели с другой стороны горы, где просто никого не было. Обалдеть, сколько тут туристов всяких. Он целыми группами ходит. Обосраться. Обосраться просто. Вот такие тут дела. Фух. Красота все-таки. Ну, какие здесь скалы. Та же самая скала, где я был, только внизу. Тут видно, как они вон туда, вон в щели, тоже загнутые, замытые. Видимо, вода когда-то туда буль-буль-буль-буль-буль сделала. И вымыла эту щель. Теперь там тоже гладенько. Еще скал. И вон она тут так растет и пошла по воде. Тут ее намывает вот так вот их всех. И они растворяются потихоньку. Тут это вот туристическая какая-то база отдыха. Еще
Камушки в лесу уже все, отошли от берега. Уже идем дальше. Нормальная такая скала, красивая. Мне нравится. Пусть бы одна такая в Беларуси выросла. Было бы на что посмотреть. Так приходится аж 900 миль до сюда ехать. Был миг, не верил в знак удач, ведь ты был молод и горяч, но твой двойник мчал навстречу тебе. Вот тут люди в деревне живут между двух скал. Тут скала и там скала справа. Так, понятно, как мне тебя обойти-то. Ура, пошел. Там скала и там скала. А тут люди живут. Так, и что мы так это, тянемся медленно так, а? Ну-ка разошлись. Дорогу Форду. Вы же на внедорожниках все. Ага, один ушел туда. Все ушли. Что это там? Что у них там? Секретный путь, Оля, ты меня построила длинный слишком. А может тут уже вон, все туристы. тут уже может платный вход? Да, не, он может охрана. Ну, не знаю тут.
Мотоциклисты приехали, пошли отдыхать. Интересно. Мы уже замок повесили. Все. Ничего не посмотришь. Это заброшенная церковь лютеранская. Короче, можно внутрь зайти и там как-то посмотреть, что там происходит. Вот такая штука стоит интересная. Но я внутрь уже не пойду. Как-то непонятно, то ли сторожка охранника есть, то ли еще типа непонятное шатается. Хрен пойми, что происходит. Как-то так. На дороге, на которой я хотел ехать, оказывается, проводятся соревнования. Дорога закрыта с 17:30 до 20:30. Непонятно, где тут кто ездит. Наверное, оттуда сюда едут. Подожду хотя одну тачку, может, кто приедет. Посмотрю. Сейчас никого нет. О, соревнования. Ездит тачка. А нет, это какая-то так. Приезжай сюда быстрее. Сити Драйв. Непонятно, что это. О, подтянулись тачки. Такие тут тачки блатные. Моему Форду и не снилось тут с такой скоростью гонять. Белые ночи, ралли 2024, Лахден-Похье. Красиво. Еще одна тачка. Спортивная, заряженная. На полулысой резине. Нормально. Еще тачки подъезжают. Не стартует почему-то. Что-то ждут. Скалы тут. Прям дороги. Еще не все пугаются, не понимаю. То ли меня пугаются, то ли что происходит. Но дорога же не перекрыта. Я бы не сказал, что они в каком-то тут все в спортивном режиме едут. Довольно-таки медленно едут. Странно, странно. Только скажи, дальше нас двое, только огни аэродрома. Мы убежим, нас не догонят. Дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят, им не достать звезды руками. Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, Нормальная горка, такой подъемчик. Неожиданно. Это просто гонщик. Не спортсмен. Все будет просто, ночь упадет, небо уронит, и пустота на перекрестках, и пустота нас не догонит. Не говори, им непонятно, только без них, только не мимо, лучше никак, но не обратно, только не с ними, только не с ними. Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят. Порт в Лахден-Похье. Причал в Лахден-Похье.
Можно вот там тоже походить. Ну ладно, это уже в следующий раз похожу там. Буду знать. Уже не поеду, уже поздновато. Еще ж ехать на хутор Академика. Посмотреть, как там. Тут все уже за год поменялось. Всякое расстроилось уже. Уже все по-другому. Ну, какая яхточка такая полусамодельная, я смотрю. То есть вот видно у нее такие окошки. Первая палуба, вторая палуба. Такой на колесиках, на лафете самоварном. Тоже колеса не спущены. Наверное, на ходу должна ходить. Там вон тоже такая вот яхточка. Ну там вообще все закрыто, такая культура. Тоже, думаю, на ходу. Заезжаешь в море, спускаешь ее и поехал. А здесь вот, короче, обрушился сарай. Лодочный гараж. Такая вот лодка есть. Классная. Надо вот такую лодку брать. Хотя, судя по всему, там просто печка стоит, там, может, люди сидят. Такая вот лодочка стоит у людей. Туда можно гонять, кататься. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют. Молодые ветра, срывая в клочья облака, не забыли, шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь, а по небу бегут. Видишь чьи-то следы, это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами станем бытием. И за всех помолчим, месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются, вспомним, скажем брат брату нужные слова. А по небу бегут, видишь чьи-то следы, это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. И вот я заехал на хутор Академика посмотреть, что тут есть. Фордяру кинул в самом начале, в 800 метрах. В принципе, правильно сделал, здесь не имеет смысла. Вот это здесь беседки, палатки, его хата недостроена, там озеро. И там беседка. Но я просто посмотреть. Оставила я свою надпись на этой доске. Конечно, на хате оставить ее понадежнее, но ее вроде сносить собираются. Это специальная доска
Для всяких подписей. Катаемся на хуторе Академика на плоту. Правда? Что ты крутишься? Ах, как плавать на плоту, я ж не умею. А тяжело? Уже устал. Ну, отдохни. Так вот и отдыхаем. Плаваем, отдыхаем. Хорошо. В принципе, плывет и так. Я сходил тут. Надо вот так вот. Что-то ты свой борт топишь. Наверное, надо было этой палкой управлять. Палка что-то кусок отломался, пока я пытался достать. Что-то как-то у тебя странный плод. Смотри, он весь на тебя такого гребется. Квадратный, как на нем плыть. Непонятно. Вот ботики пригодились, видишь, не топятся. Тяжело? Ты Дурная затея была. Ну, согласна. Классы на 100 дурных. Ну, уже почти. Уже почти можно пешком. Фух, выехал. Сижу в беседочке такой вот. Ой, дурная работа, на 100 дурных. Просто тяжко на этом плоту кататься. Он, блин, квадратный. Ну вот какая тут дорога к хутору Академика. Ну, конечно, в прошлом году на Баджадже я заехал то ли после дождя, то ли после чего. Было и скользко, и грязно. Сейчас все вполне себе сухое. Если очень аккуратно, прям очень аккуратно, я бы мог и на Форде доехать. Но это такой риск. Вот один раз мне вот эту лужинку, и все, я тут просто ночую. А вот и Фордяра стоит, не разобрали. Прям вот все около таблички, прям все по-честному. Дальше этой таблички на моем Фордяре лучше не ехать. Машину без полного привода лучше оставить здесь, пройтись пешком. Так и сделали. Все прекрасно. Оставил. Годы за спиной, мир не стал ему краше, и над головой птицам петь ни к чему. Горизонт играл с ним, но стал ему дальше, год от года предлагая жизнь. Его города за спиной, и путь короче, больше дороги прямой. Людей попроще ищет подругу домой, с любовью верной, сердцем похожим на зной. У вас, наверное, нет никого. Затянулась жизнь, и дороги не терпят. Время здесь расставило всех по местам. Отвергая многих, родился с надеждой просыпаться не одному. Пока города за спиной, и путь короче, больше дороги прямой. Людей попроще ищет
последнем дыхании, провожая взглядом простые глаза. И не смог понять, на каком испытании выбирать нельзя чудеса. И Все, уезжаем с Артовалу. Ищем, где наша хата на сегодня. Ля Пиарви озеро. Хотя по факту это ладно. А вот и хатка, которую я снял. Уж какая маленькая. Так, понятно, кровати нет. Спим на диване. Ну ничего страшного. Это самое дешевое жилье в Сартовале. Тем более в сезон максимальный. Кухня. Уж, кухня. Уж, как все простенько. Ну и так сойдет, в принципе. Сойдет нам переночевать на ночку. Ну что, под ночь едем смотреть какую-то гору. Пассо называется. Где вход на гору платный. Платный вход на гору. Бизнес по-русски. Тут можно платный, вот, платный проезд вот этого поворота можно сделать. Почему бы и да? Прям реально. Непонятки. Это вот эта гора, которая нам надо справа. Сейчас только надо найти где-то поворот. Так, где мне свою ласточку ставить? А, это типа два знакомых стоят, братана, да? П. Паркинг. Частная территория. Проход запрещен. Ага, это не Пассо. Парковка через 100 метров, говорят. О, кого-то какая хатка строится. Смотри, на чем, на камнях строит. Видишь, какие там тумбы, видимо, как-то отбивали, чтобы да, как-то стать. Сувениры. Сувениры. Касса по Ассо. Все работает, ты прав. Ага. Может просто обойти ее сбоку, да и все. Что нам тут это, да? Или тут, вон там паркинг. Давай здесь. Туалет, наверное, тоже платный. Закрыто написано. Вот и приехали. Короче, оказывается, стоимость билета на гору 400 рублей. На гору 400 рублей. Обалдеть. Ну что, такая история. Ну что, пойдем посмотрим, что там. В общем, я был недоволен, что 400 рублей за посещение. Оказалось, что мы, белорусы, не смогли оплатить, и нас пустили бесплатно. А за налик тут нельзя. А у нас налика нет. Ну, короче, как-то так. Точнее, наоборот. По карточке мы не смогли расплатиться, потому что у нас нет приложения российского. А налик брать не захотели. Ну, такое тут Пассо городище. Идем дальше. А вот и продолжается подъем. Все выше и выше и выше. Фух. Нормально. О, офигеть, какая высокая гора-то. Нормально себе. Скалюга. Поднялся на городище. Вот такое вот оно. Получается и там, и там. Красивое, красивое, высокое место. Короче, тут местные спасались давным-давно от набегов. Залазили на гору, сидели тут, оборонялись. Получается, как-то так. Туды-сюды такие вот. Такое небольшое, но логично, что типа, в случае кипиша бежать на гору надо. Вот они и бежали все. Красиво. А вот как на городище было раньше. Вот с лесом совмещаешь. И вот так вот получается. Стояли домики там. Это на городище с другой стороны. Ну не с другой стороны, а чуть в другом месте. Вот так вот здесь. Красиво. Короче, есть песня «Едем за солярой», а мы едем за газом. По ночной Сартовале без 10-12. Исторический центр.
Представляем, посортовали. Вот эта хата 1840 года, дом купца. А я думал, что он какой-то финский, он, оказывается, вообще древний. Ищем посмотреть городскую ратушу в 12 ночи. Ага, вот и ратуша. Походу, вот она. Вот это вот? И куда тут вход? А, вот это ратуша. Ну, в принципе, красиво, реконструируется, все хорошо у нее. Ну, я уже традиционно в сегодняшнем дне записываю финалочку вчерашнего дня. В общем, короче, вернулся, как-то походил, чуть посортовали, так устал, что просто вернулся домой. Ну, на этом как бы и все.